привет! Это видео, получается, гайд по доскам. Подписчик один задал вопрос, я ему ответил, но дело в том, что перед этим тоже или подписчик, или залетные люди какие-то спрашивали по поводу доски, типа, почему ты ее называешь зараженной или людской, и откуда ты знаешь, что там на загадке, там, и так далее, и так далее. Я решил сделать видео по этому поводу. Не потому, что меня заколебали эти вопросы, а просто, чтобы человек мог посмотреть и все знал про все это дело. Ну как все? Я расскажу то, что я знаю. А там не знаю, все это или не все. Давайте рассмотрим одну из досок стандартных. Сначала объясню, что такое людская и зараженная доска, ну, если она заражена. На самом деле Vediamo там cosa все c'è qui. просто. В данном случае доска заражена. Почему я это делаю такой вывод? Потому что первые люди. То есть есть такая штука, некая закономерность. Если, какая фракция первая, то этой фракции не будет на доске больше. Но это не относится к зараженным. Потом расскажу на примере зараженных. В данном случае у нас первые это Вов. Соответственно, на всей доске не будет Вов. Можем проверить. Давайте проверим. Кремучки, зараженные, серафиты, зараженные, 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 серафиты, 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 серафиты и зараженные. То есть в основном зараженные, чуть-чуть гремучек, и Вов вообще нет, кроме первой встречи. И так всегда. Давайте, чтобы я не был голословным, проверим еще раз. Я хочу показать, что это на самом деле закономерность. Ну, кроме зараженных. С зараженными там есть некоторые исключения, о которых я скажу немножко позже. Vediamo cosa c'è qui. Серафиты в данном случае первые. Соответственно, на всей доске нет серафитов. Посмотрим. Загадка. Понятно. Ух ты, как вкусно. Охота зараженные, гремучки, зараженные, гремучки, Вов. Зараженные, гремучки, зараженные, гремучки, в основном гремучки, зараженные, зараженные. То есть, как я уже говорил, серафиты тут одни. Это первый момент. Сейчас... Нет, давайте позже про зараженных. Момент второй. То есть с этим определились. Кто первый? Допустим, давайте людские фракции возьмем. Кто на первой встрече, того не будет на доске. Вот, зараженные не в счет. С этим решили. Момент второй. Захваты. Обычно на досках, стандартных досках, захвата 3. То есть зачастую захвата 3. В 95% случаев захвата 3. Но бывают исключения, когда на доске 2 захвата, 1 захват, и когда его вообще нет. Это вообще редко. То есть 2 захвата это очень редко бывает, когда 1 захват еще реже, а когда его вообще не бывает на доске. Это вообще очень-очень редкая доска. У меня вчера такая выстрелила, вообще нет захвата. Как бы ничего сложного, просто нет захватов. То есть так же проходишь и все. Вот. Но обычно захваты есть. Ровно так же, как и удержание. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Захват 1, захват 2. И захвата больше нет. Соответственно, мы можем сделать вывод, то, что здесь, скорее всего, вероятнее всего, это захват. Потому что их обычно 3. Но, так как я уже говорил, что доски бывают и с 2, и с 1 захватом, и вообще без захвата, то это может быть именно та доска, где только 2 захвата. Соответственно, с 80% вероятностью мы можем предполагать то, что на загадке это захват, потому что их всего 2. То есть вот 1, вот 2. Раз, 2. Вот, соответственно, здесь, скорее всего, захват. Все бы, кто проходил дневные, все думали бы то, что здесь захват. Вот. Но и иногда бывает, что там не захват. Как я уже сказал, если доска с 2 захватами.
с этим решили. Еще момент. Удержание. На доске, как правило, удержание есть 100%. То есть давайте проверим, есть оно здесь? Есть. Вот оно на заправке. Иногда, ну, то есть, скажем так, в 99% досок, в которые вы будете играть в свободных забегах, в дневных, захват будет. О, господи, удержание будет. 100%. Но буквально недавно было дневное за Яру. Все пошли на загадку по понятным причинам. Там просто был путь очень уж вкусный. Вот. С полной уверенностью то, что это удержание, потому что удержания не было вообще нигде. Ну, то есть вот представьте, нигде нет удержания и загадка. То есть так как все люди знают то, что удержание должно быть 100% на доске, все пошли туда, как бы пошли туда по той причине, то, что вкусный путь, как я уже сказал, но с осознанием того, что по-любому на загадке будет удержание. И каково было удивление и мое, и, наверное, других, то, что там мало того, что там не удержание, то есть вообще удержания не было на доске в итоге, так там еще и люди. То есть, хотя доска была заражена. Вот. Почему заражена? Потому что первые люди. То есть, когда первые люди, то в основном это будут зараженные. Ну, то есть, их будет очень много. То есть, вот, охот зараженный, удержание это зараженные, штурм это зараженные. То есть, очень много зараженных. То есть, и люди тоже есть, понятное дело. Но зараженных очень много. А именно их в районе, зачастую, опять же, не всегда, но зачастую их в районе 6. То есть, когда первые люди, то это означает то, что доска заражена, то есть там много зараженных, и их, скорее всего, 6. Но это как бы не факт. Ну, то есть это зачастую. То есть 90% их 6 встреч с зараженными. Но бывает такое, что их может быть и 7, и 5. То есть тут как бывает по-разному игра подсирает, так скажем. Вот. С этим решили. Бывает доска, получается, людская. Что такое людская доска? Сейчас покажу. Ну, соответственно, это тогда, когда первые зараженные. То есть, по такой же логике, как и с людьми, если первые зараженные, то типа по логике зараженных не должно быть на доске. Но это не так. Как я уже говорил ранее, это исключение. Почему? Потому что зараженные по-любому будут еще на доске в виде удержания. Это раз. И еще зачастую на людской Vediamo. такой доске стреляет зараженная охота. Она может быть как под загадкой, так и нет. Так, тут гремучки. То есть первые зараженные, допустим, удержание и все люди, к примеру, на доске. И загадка. То есть есть большая вероятность, то, что на загадке это будет охота. Ну, не факт. Это вообще не факт. Ну, как небольшая вероятность, это 50/50, я думаю. Может быть, охота с Giusto. зараженными, где можно как бы хорошо заработать. Так, ну, пока что-то у нас не получается. Ну, рандом он такой. Сейчас нам нужна доска с зараженными, чтобы были на первой встрече. Я тогда расскажу про людскую доску и про загадку тоже там. В принципе, Grandioso. несложно, но опять же это не панацея. Первые зараженные, окей. Соответственно, как я уже сказал, вся доска будет в людях практически. Ну и удержание будет 100%. Ну, оно тут, я так думаю, State-Street, ну да. Вот, удержание зараженные, то есть они есть тоже по-любому. В данном случае нет загадки, да? Да. И смотрим. Серафиты, 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 Вов, гремучки, Вов. Ух, жирно. Так, Вов, Вов, серафиты, гремучки, гремучки. Все. То есть доска полностью людская. То есть первая встреча зараженный, доска полностью людская, не считая удержания. Как я уже сказал, оно в 99% случаев досок оно есть удержание.
Сейчас посмотрим, найдем доску с загадкой. Там тоже ничего сложного в принципе нет. Но, опять же, это как бы нужно знать, но на это не стоит прям надеяться на 100%, потому что игра может нормально подсирать. То есть вот как с Ярой, к примеру, как я говорил, загадка, удержания на доске нет, Muoviamoci. соответственно, все думали то, что это удержание, но на самом деле нет. О, опять зараженные. Прикольно. Ну, кстати, вот еще пример с 3, получается, встречами зараженными. То есть, вроде бы, доска людская, потому что первые зараженные, окей. Но я уже вижу то, что есть еще одни зараженные на гондоле, и еще одни зараженные на оверпассе, то есть удержание. Соответственно, иногда бывает такое, что вот, как я уже говорил, охота стреляет иногда на людской доске. Ну, кстати, можно было так и пойти. Вот. То есть остальное все люди. Вот все это люди. Я надеюсь, понятно. Вот, это прекрасно, то, что попалась такая доска. Я нехотя продемонстрировал вам людскую доску, но с 3 зараженными. Удержание в том числе. Ну, то есть идет в счет. Сейчас я ищу доску с загадкой. Попробуем предположить, что на загадке. Это можно только предполагать. То есть, ну, плюс-минус с большей вероятностью, но не на Окей, тocca a me. 100%. Так. Мгм. Загадки нет. Хорошо. Сейчас найдем загадку. Загадка это не такая же как бы редкость. Очень часто попадаются доски с загадкой. Ci siamo. Так, загадку вижу. Так вот, гремучки, соответственно, доска заражена, как мы уже выяснили, и есть загадка. Что на загадке, непонятно. Мы что знаем? Мы знаем то, что на доске зачастую 3 захвата это раз. Зачастую на доске по-любому присутствует удержание, это 2. Какую информацию знаем. И третья информация, которую мы знаем про зараженные доски, это чаще всего, как я уже сказал, зараженных на доске 6. Бывает по-разному, но 6. Это стандартная информация у нас в голове. И есть загадка. Соответственно, мы сначала на автомате пробиваем захваты, смотрим. Так, это уже не удержание на загадке. Мы это уже выяснили. Далее захваты. Захват. 1, 2, 3. У нас 3 захвата. Причем на одном пути. Это прикольно. Редко бывает. 3 захвата у нас уже есть на доске. У нас на доске 3 захвата и... Где она есть? И удержание. Соответственно, здесь по-любому не захват, здесь по-любому не удержание. Соответственно, нам нужно выяснить, что это в плане. Это зараженные или люди? Давайте посчитаем зараженных. Сколько у нас зараженных на доске? 1, должно быть 6. 2, 3, 4, 5, 6. У нас уже 6 зараженных. Да. У нас уже 6 зараженных на доске. Соответственно, со 100% вероятностью, ну, окей, с 95% вероятностью мы предполагаем то, что на загадке люди. То есть это какая-то безумная охота. Да, с хорошим множителем. Как правило, это примерно 4. Рассчитывайте примерно 4. Там может быть и в большую, и в меньшую сторону. Примерно там 3,8 или 4,5. Но рассчитывайте на то, что вот среднее это 4. С большей вероятностью мы можем предположить то, что на загадке это люди. То есть это или жесткая охота какая-нибудь с гремучками, допустим, или это штурм. Тоже с людьми, в бою, там все это жестко и так далее. Вот. И вы, ну, как бы делаете выбор, идти сюда или не идти. Вот как бы вот это очень вкусно, но как бы оправдано ли это уже решайте сами.
Вот. Здесь тоже рассказал. Какой выбирать путь? То есть тоже мне задан был вопрос, типа, какой выбирать путь на доске, типа, на что ты опираешься, когда ты выбираешь путь? Ну, во-первых, ну, типа, и такой вопрос был, типа, а-ля, типа, типа ты на множитель только смотришь, там, тудым-сюдым, ну, типа, на цифры, короче, вот эти вот вкусные, то есть 3,5, там, вот 3,9, к примеру. Вот, причем это все, причем это все, короче, загнался. Типа ты смотришь только на цифры или нет? Был задан вопрос. Вот. Дело в том, что множитель, понятное дело, он важен. Ну, то есть важен, но вот удержание, к примеру, 3,9, ты можешь заработать одно примерное количество очков, потому что оно там плюс-минус как охота идет, просто натиск пожестче. Вот, то есть ты там можешь оглушение делать и так далее. Но дело в том, что на удержании с 3,9 ты заработаешь, скорее всего, больше, чем на штурме, который здесь, к примеру, который 4,5, к примеру, я не знаю. Потому что там очень большая вероятность вообще умереть и потерять большое количество урона. Соответственно, не факт, что здесь ты заработаешь столько же, сколько и здесь. Соответственно, я выбираю путь, ну это я выбираю путь. Естественно, я смотрю на множитель, понятное дело. Бывает такое, что вообще, в принципе, самое большое количество очков, которые вы можете набить, это охоты с зараженными. Это факт. Вот. Иногда захваты, но, опять же, там это не сравнится с обычной охотой. Если взять захват 2,5 и охоту 2,5, то это небо и земля, я считаю. Потому что, ну, блин, на 5 уровне захват, к примеру, там херова гора людей, там 8, по-моему, вот, вы особо-то и там не вырежете всех, короче, то есть вручную особо-то там не повеселишься. И будет средненький результат. Но если охота здесь будет на 2,5 множители, на 5 встрече, то тут нащелкать можно, дай боже. Вот, соответственно, я выбираю путь, обращая внимание на множитель, понятное дело. Кто-то обращает, ну, типа, учитывает свои способности, то есть свои навыки. И, допустим, вот сюда вот кто-то не пойдет, потому что они боятся зараженных, к примеру. То есть им легче с людьми воевать там, да. Они пойдут на людскую, по людскому пути там, допустим. У меня есть приятель, который вообще стороной пипец там за 3 километра обходит удержание. Вот, вот не нравится ему, он плохо там справляется, короче. И какой бы там вкусный не был путь, если там есть удержание, то все, он сюда не пойдет. 100% пойдет вот сюда. Вот, по низу, короче, на данной доске. Вот, то есть, чтобы у вас не было таких ограничений, я считаю, что нужно учиться играть и против людей, и против зараженных плюс-минус одинаково хорошо. Потому что, чтобы вы не опирались на это, не на свой навык, вот, а опирались уже на, ну, то есть не на личностные какие-то свои качества, да, в этом плане, а опирались уже на множитель и на целесообразность. Потому что иногда бывает множитель большой, но там особо много не возьмешь. То есть там множитель 4,5, но ты там больше полторашки, там 1600 не возьмешь, потому что очень опасно, к примеру. Такое бывает. Вот. Игра так задумана, может быть, не знаю. Но не возьмешь ты больше. Без читов не возьмешь. Вот. Поэтому я бы советовал просто тренироваться, играть, чтобы не было проблем сыграть против людей или против зараженных, чтобы можно было бы обращать внимание как раз на хорошие множители и выбирать уже доску, исходя, ну, в большей степени, исходя из-за множителей. А то вот, допустим, вы хорошо играете с зараженными, типа вы такие, о, как круто вот здесь там, ну, к примеру, да? Угу. Вот, хотя и тут, тут большая лак... Ну, хотя нормально, тут можно пощелкать, хотя растяжки. Ну, неважно. Ну, короче, вы такие смотрите, о, я хочу сюда. Но перед этим это вот здесь вот такая жопка. Вот тут-то ладно, можно как-то откидаться, но тут жопка, и вы такие, блин, ой, а там их охренеть. Их там 5 человек, там в волне, там как же так? Вот, и, соответственно, вы такие репу чешете, типа, да тут еще и множитель плохой, типа, как же я тут, типа, то есть вот эта хрень получается для вас преграда для вот этого,
где вы, допустим, хорошо бы выступили. Это неправильно. То есть нужно смело принимать вот эту встречу, тренироваться и знать, как вы тут будете, то есть, ну, максимально хорошо сыграть. Вот, чтобы и здесь было неплохо, хотя тут по понятным причинам ты мало возьмешь. Тут надо сохранить здоровье, метко стрелять и так далее. Чтобы потом оторваться здесь и заработать достойное количество очков, настоящее большое количество очков. Вот, поэтому множитель, в принципе, это не основополагающая часть, но и я бы не сказал, что в самую последнюю очередь надо на него смотреть. Конечно, нужно смотреть сначала на множитель, но выбирать путь нужно не только опираясь на множитель. Я сейчас не беру во внимание навык человека самого. Допустим, человек играет хорошо и против зараженных, и против людей. Но ему нужно включать мозги и думать. То есть в госпитале охота гремучки, к примеру, с повышенной скоростью и с повышенным здоровьем и с множителем 4, это, конечно, круто. Но только надо подумать, что вы там будете делать вообще. Ну, типа, как вы их будете гасить? Допустим, если вы играете за Льва или за Элли, у которых там молотовы, то есть что вы будете делать? Они не горят, как бы. Вам нужно количество ресурсов большое, типа и коктейли, и оглушайки, и так далее. То есть там тоже очень большая вероятность получить хороший урон, а то и вообще умереть. Плюс надо смотреть, что перед и что после. Ну, то есть стоит ли вот это того, там, допустим, вообще, ну, типа, если тут, как я уже сказал, охота гремучки на госпитале. Вот. Ради чего ты будешь пыхтеть, короче, есть тут? То есть это тоже надо учитывать. То есть это сложно объяснить. Это легче, как бы... Ну вот можно посмотреть мое прохождение за Льва 26 января, к примеру. Я там долго рассуждаю с Ромой, с моим подписчиком и приятелем по этой игре, как пойти, короче, типа по верху или по низу. Там и так можно пойти. И там очень наглядно показано, почему я выбрал верх, хотя на низу там были очень жирные множители. Вот посмотрите, 26 января, получается, там очень ярко это описано, то есть как я выбираю путь, показано, так скажем, как мы обсуждаем это все дело. Вот, поэтому нельзя так однозначно сказать, как надо выбирать путь, на что надо опираться. То есть в любом случае нужно учитывать, ну, во-первых, нужно хорошо не бояться никакой фракции, во-первых, во-вторых, нужно просчитывать весь путь в плане и своих каких-то плюс-минус навыков, и плюс что это за бой, и типа там жирный множитель, нежирный множитель. Ну, то есть, ну, короче, наигранность нужна. Наверное, будет лучше всего сказано. Нужна наигранность, чтобы понимать, стоит ли путь, там, допустим, с большим множителем того или нет. Или, может быть, пойти попроще, но чище сыграть, чем вы пойдете там по более множительному пути, с большими какими-то множителями. Но вы понимаете то, что, скорее всего, это будет грязное прохождение, и не факт, то, что этот большой множитель оправдан вообще. Вот. Ну, плюс-минус примерно так. То есть все, что я знал о досках, я рассказал. Подытожим. Значит, доски стандартизированные. Если первая людская какая фракция на первой встрече, ее нет на доске. Это раз. Второй момент. Если и доска заражена, получается. То есть очень много зараженных на доске. Второй момент. Если первые зараженные, то далеко не факт то, что их потом нет, а именно они потом есть в виде встречи с удержанием, как я уже сказал. Зачастую удержание присутствует на доске. И иногда стреляет охота или штурм. Ну, чаще всего охота, тоже зараженные. Но все остальное будет в людях. Это 100%. Штурмы, охота и так далее, захваты. Вот. Захватов тоже 3, как я уже сказал, на доске зачастую. Но иногда выстреливают доски с 2 захватами, с 1 захватом и вообще без захватов. То есть по убывающей. То есть с 2 захватами редко встречается, с 1 захватом еще реже, а без захватов вообще просто, ну, за все время, что я играл, 1 раз попалась доска без захвата. Вообще без одного захвата. Вот. А у меня наигранных 1500 часов.
Вот, и ни разу такого не было. С Ярой, кстати, доска без удержания, тоже такого не было ни разу. Тоже у меня впервые. Так что можете представить, насколько это редко. Стандартно это вот так. Ну и выбор пути, как я уже сказал, это зависит от многих факторов, но я считаю, что нужно не бояться никого, ни зараженных, ни гремучек, никого, вот, ни людей. Учитесь играть, учитесь стрелять, и чтобы ваш путь не был основан на ваших навыках, а был основан на логике, на целесообразности, ну и на множителе, естественно. Я надеюсь, я доходчиво все рассказал. Если возникнут какие-то вопросы, смело пишите в комментариях. Я разжую, что непонятно, там у кого-то, может быть, возникли какие-то вопросы. Я всем отвечу, пишите. Все, всем пока.